Привет, друзья! Шикарная задача. Посмотрите, что дано. Дан прямоугольный треугольник, в нем проведены высота синяя и биссектриса красная. И высота делит биссектрису на отрезки 9,6. И нужно найти площадь этого треугольника. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу. Ну а мы начинаем. Ну, вначале я хочу все-таки сказать пару слов о наших роликах и ответить на вопрос. Может быть, кого-то из зрителей, которого этот вопрос волнует. Ну вот написал вчера один зритель, что да, вроде бы уже было подобное и не раз и так далее. Ну, намекая, что мы какие-то похожие задачи уже решали. Ну, так и будет. Почему? У нас канал образовательный, и поэтому для меня важно, чтобы и школьники, и учитель начинающий умели решать основные, классические, наиболее трудные задачи, а именно такие мы рассматриваем на канале. Он не полезет на 2 года назад смотреть какую-то красивую задачу. Мы рассматривали важную задачу. И поэтому, естественно, я ее буду повторять в идейном плане. Я буду давать другие решения, как вчера предложил решение в координатах, решение поворотом. Это же очень классно, вы это оценили. Вот приведу свежий пример. Вот Борис Трушин 9 дней назад выложил задачку про два столбика, две перемычки и найти вот x. Это 1 к 1 задача, которая была 2 года назад у нас. И она решалась при помощи трапеции и, там, и средних пропорциональных линий в этой самой трапеции. Посмотрите, мы эту задачу рассматривали, во-первых, по отдельности каждую линию, и, во-вторых, вот вместе потом собрали все эти линии. Какие там эти линии, я скажу два слова. Вот отрезок МК проходит через точку пересечения диагоналей и параллельный основаниям. И вот как его найти? Вот этот отрезок МК равен среднему гармоническому основанию. Если основание А и Б, то этот отрезок будет равен 2АБ на А плюс Б. Если это знать, то эта задачка решится очень быстро у нас. Посмотрите как. Мы проводим вот эту штуку и проводим вот эту штуку. И говорим, стоп, так это же трапеция. И отрезок, проходящий через точку пересечения диагоналей параллельно основаниям. Так он равен 2АБ на А плюс Б. Ну, делим потом пополам, находим х. Все. Но там, в этой трапеции, бездна, посмотрите какая. Там еще один отрезочек, который делит трапецию на две подобных трапеции. И его длина равна уже среднему геометрическому основанию. А еще третий отрезок, который вам очень хорошо знаком. Это средняя линия, которая равна просто среднему арифметическому основанию. А плюс Б пополам. И, наконец, четвертый отрезок, который делит трапецию на две равновеликих трапеции. И длина этого отрезка, уже четвертого, равна среднему квадратичному основанию. А квадрат плюс Б квадрат пополам под корнем. Представляете? А в алгебре это же просто чума. Это неравенство Каши, теорема Каши о средних. Она утверждает, что 2АБ делить на А плюс Б, среднее гармоническое, меньше либо равно корни из АБ, меньше либо равно А плюс Б пополам, и меньше либо равно корню из А квадрат плюс Б квадрат пополам. Вот это неравенство будем использовать. Я буду использовать в одном из уравнений ближайших. Но это важно для школьника или нет? Конечно. Поэтому я не буду лишать школьников, новых зрителей, классических, красивых задач. Школьники же приходят и уходят. За 2-3 года все сменились. Новые зрители приходят. Тогда было 3 года назад 500 человек, сейчас 40 тысяч. Поэтому можно обижаться, не обижаться, писать, не писать. Но я намеренно это делаю. Но посмотрите на недавний ролик, там 2-3 дня назад нашего Земского, замечательного, тоже харизматичного нашего блогера. Оба блогера замечательные, тут сомнений нет никаких. Я говорю совсем про другое. Круг задач, теорем, всяких интересных фактов, геометрии, в частности, ограничен. И они очень важны и нужны для зрителя, школьника, молодого зрителя. Вот мы этот треугольничек 10 раз уже крутили, конечно же. Тот мы крутили 5 раз про эти трапеции все, а 10 раз. Вот
6 месяцев назад была похожая задачка. Дан прямоугольный треугольничек с углом 15, высота найти площадь. Ну, а у Земского обратная задачка. Там получается, что, зная площадь и гипотенузу, находим высоту на единичка. Ну, тогда угол 15 нечего решать. Однако ж 25 тысяч вот на сегодняшний день только просмотрела. Они не знают, как решать. Говорят, им это нужно. Ну, вот 2 дня назад, ребята, у нас была задача, где я намеренно рассмотрел этот треугольник с углом 15 градусов. И там показал, что у такого треугольника с углом 15 градусов прямоугольного высота h равна 1/4 гипотенузы. То есть h равно c на 4. Я специально выбрал такой способ, меня многие критиковали, можно было Пифагором, по кругу. Ну, конечно, но у нас с вами разные цели и задачи. Ваша цель – решить задачу как можно быстрее и короче, а моя цель другая – показать всю палитру, всю красоту математики и геометрии. Ну, может быть, эти блогеры рассказывают, конечно, и показывают все это лучше, чем я, немного лучше, чем я, но я замечу, что у Земского, ну, 1 250 000 подписчиков, огромное количество. Во время пандемии я сам смотрел, ну, Трушина, допустим, почти в круглосуточном режиме. Я утром включал, и он мне вещал целый день. Представляете, сколько просмотров, подписчиков тогда собрали все блогеры. Да, это было в новинку, тогда все взлетели, ну, а мы начали чуть попозже, поэтому мы их догоним. У нас на сегодняшний день просмотры сопоставимы с числом подписчиков и даже превышают чуть-чуть. Ну все, извините, что наговорил тут целую бочку арестантов. Давайте приступать к нашей замечательной задаче. Итак, напомню, что дано. Высота делит биссектрису на отрезке 9,6, и нужно найти площадь треугольника. Записывать много не буду, хорошо? Я дам буквы, я уже дал буквы. Где мои буквы? Вот мои буквы. Все, нашел буквы. И поехали решать. Первое, что нужно увидеть, 2 подобных треугольничка. Видите их? Вот этот прямоугольный треугольничек, ну, подобен этому. У них же одинаковые вот эти углы острые, правильно? Ну, а другие углы прямые. Поэтому они по 2 углам подобны. Это можно, конечно, записать. Записывать много не буду, потому что письменно изложу это решение на Дзене в виде статьи и потом прикреплю и к этому ролику, и вы можете сами посмотреть. Так, первое. Какие треугольники подобны? АЦК подобен треугольнику какому? АHP. АHP. Вот. Ну, тут желательно поставить второй как бы прямой уголок, чтобы виден был прямоугольный треугольник. Вот так. Там Школково все время вот такие 2 уголочка рисует. Это, конечно, удобно. Да, да. Ну, что дальше? Что дальше? Из подобия этих треугольников следует, что их гипотенузы относятся как соответствующие катеты, правильно? А как относятся гипотенузы? Гипотенуза К большого треугольника относится к гипотенузе АП малого. АП как? 9 плюс 6 – 15, относится к 9, делим на 3, как 5 к 3, верно? Ну, точно так же относятся соответствующие катеты. Но какие катеты соответствующие? Ну, вот этот уголок будет равен вот этому в этих 2 подобных треугольниках, правильно? Поэтому катет АС относится к катету АH точно так же, верно? Верно. Ну, тогда получается, что этот катет можно обозначить 3Т, а вот этот катет другого треугольника 5Т. Верно? Верно. Ну и CH сколько будет? CH будет все 4Т. То есть треугольник AHC египетский. Это третий вывод. Треугольник AHC египетские. Его стороны пропорциональны числам 3, 4, 5. Египет. Египет. Но этот треугольник, сейчас я его выделю, вот этот треугольник, подобен большому данному нашему, я запишу это, 4-м действием. Треугольник
наш ABC, ABC будет тогда подобен треугольнику ACH. ACH. Верно? Верно. Ну, общий угол А у них. Все, договорились. Тогда и стороны нашего будут 3, 4, 5. Ну, для удобства, ребята, я возьму не 3, 4, 5, а возьму 6, 8, 10. То есть это будет 6х, это будет 10х, а вот этот катет будет 8х. Нормально? Ну, нормально, почему нет? И в этом большом треугольнике АК по-прежнему же биссектриса. Вот эти уголки равны, верно? Ну, а биссектриса делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. Повторяли много раз. То есть ЦК относится к КБ, как АС относится к АБ. Верно? Верно. Ну, как АС к АБ относится? Как 6 к 10 или 3 к 5. Правильно? 3 к 5. Отрезок 8х нужно разделить в отношении 3 к 5. То есть нужно разделить на 3 плюс 5 частей. То есть 8 на 8. Это единичка получится. Х приходится на одну часть, а на 3 части 3х. Да и так понятно. Это 3х, это 5х, правильно? А теперь рассмотрим треугольничек. Какой? Ну, тут я уже закрашу его. Вот этот треугольничек, правильно? Пятым действием рассматриваем треугольник АЦК. АЦК. Его катеты 6х и 3х. А сколько будет его АК? Гипотенуза, Гипотенуза его, вот это, АК будет 9 плюс 6. Ну, 15. Ну, и тогда к нему можно применить теорему Пифагора. Пифагор. Давайте черным напишу, потому что может быть не видно таким. У нас получается из этого треугольника 3х в квадрате плюс 5х, 6х, да? 6х в квадрате. Кстати, 1 к 2 в египетском всегда отсекается вот таким образом. Равно 15 в квадрате. Получается 9х в квадрате плюс 36, это 45х в квадрате. Равно 15 на 15, да? 15 на 15. Сокращаем. 1, 3, 1, 5. Х в квадрате равно 5. Ну, а площадь вся чему равна? Беру шестое действие. Шестое. С нашего треугольника АБЦ. Это половина произведения катетов. АС на БЦ пополам. АС на БЦ пополам. Это для зарубежного зрителя. Равно 6х на 8х пополам. Сколько это? 48х квадрат? Пополам. 24х квадрат. 24х квадрат. До х в квадрате 5. 24 умножить на 5 равно 120. Итак, площадь треугольника 120. С треугольника АБЦ 120. Это есть ответ на вопрос задачи. Задачка решена. Видите, я не пишу на субтитрах. Кто-то написал, а как для тех, кто не слышит, им нужно видеть субтитры, поэтому буду стараться освобождать это поле. Всего хорошего. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.